Дорогие друзья, приглашаю вас связать потрясающий просто прием. Моя авторская разработка. На основе этого приема я выполнила полотно. Сейчас два слова расскажу о самом приеме и о полотне. Смотрите, в этом случае я использовала толстый мерсеризированный хлопок. Видите, да, как смотрятся наши столбики. Шаг за шагом мы с вами все провяжем. Очень необычно, вяжется очень просто, смотрится просто потрясающе, красиво и объемно. Смотрится интересно как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Обращаю ваше внимание. Полотно не косит, обращаю ваше внимание. И очень интересно смотрится при поперечном вязании сверху вниз или снизу вверх. Это вот с толстой пряжи, да, с толстого мерсеризированного хлопка, я немножко позже покажу, расскажу. А это из более тонкой пряжи. И обращаю ваше внимание, что вы можете выполнить частично, то есть не полностью полотно этим узором. У нас раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. А, допустим, выполнить несколько раппортов и затем выполнить столбики с накидом, без накида. Можете чередовать, выполнить всего лишь один раппорт в высоту в качестве отделки, обвязки. Экспериментируйте. Обязательно пишите в комментариях, где вы используете этот узор. Попробовали ли вы его связать, получился ли у вас этот интересный красивый прием. Моя авторская разработочка, напоминаю. Не обязательно ставьте, точнее пишите комментарии, ставьте лайки. И хочу еще два слова сказать, что этот узор будет потрясающе смотреться буквально из любой пряжи. Это у меня хлопок, вы можете взять полушерсть, шерсть, видите, да, и лицевая и изнаночная стороны смотрятся абсолютно необычно, красиво и интересно. Приступим к работе. И обязательно пишите в комментариях, где вы планируете этот узор использовать или уже, ну скажем так, попробовали и начали использовать. Для работы я использую, смотрите, я буду выполнять именно в уроке из толстого хлопка мерсеризированного в 50 граммах 50 метров. Вот этот образец, крючок номер 4. Видите, да? То есть толстенький такой. А уже готовое полотно я вам подготовила. Это 1,4 крючок. Тоже мерсеризированный хлопок, 169 метров 50 граммах. Вот этот образец. И смотрите, видите, вот наш прием выглядит из толстой пряжи вот таким образом, из более тонкой вот таким образом. Смотрится великолепно из любой пряжи. Экспериментируйте, подбирайте крючок, и у вас получится великолепнейшее полотно. Я выполняю цепочку из 10 воздушных петель, и мы набираем любое четное количество петель. Раппорт в ширину у нас всего лишь 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили цепочку из 10 воздушных петелечек. Далее я выполняю одну воздушную петлю, пропускаю 1, 2, 2 петли, в третью ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так в каждую петлю я выполняю по одному столбику без накида. Я выполнила столбики без накида, дополнительный ряд, и приступаем к выполнению нашего приема. Очень внимательно смотрите, я разворачиваю работу вот таким образом. И теперь выполняю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в первую петлю.
и провязываю. Далее накид на крючок, ввожу крючок во вторую петлю и провязываю. Накид на крючок в третью петлю и провязываю. Накид на крючок, ввожу крючок в последнюю четвертую петлю и провязываю. Старайтесь все, чтобы ваши петелечки были одинаковой величины. Далее ввожу крючок в следующую вершинку, захватываю и провязываю. Далее смотрите, что мы с вами делаем. Мы захватываем нить, я придерживаю все петли вот таким образом и провязываю. Очень просто. Далее обязательно следите, чтобы высота вашей нити вытянутой, то есть вашей вот этой петли, была равна высоту ваших воздушных. Что мы делаем далее? Вводим крючок в следующую петлю, в следующий столбик. Нить у нас, видите, внизу, и я выполняю 1 воздушная, 2, 3 и 4, при этом провязываю вот таким образом. Далее я все повторяю. Накид у меня 4 воздушные опять, и я ввожу крючок в первую воздушную, во вторую, в третью и в четвертую. Стараюсь, чтобы мои петелечки были все одинаковые. Далее ввожу крючок в вершинку и провязываю. Захватываю нить, придерживаю и протягиваю через все петелечки. Вот такая красота у нас с вами получается. Полотно смотрится как по лицевой, так и по изнаночной стороне великолепно. И ввожу крючок дальше. И опять же выполняю воздушные. 1, 2, 3 и 4. Четвертое провязывание вместе. Давайте еще раз выполним. На самом деле, видите, да, все очень просто. Смотрится красиво. Накид. Провязываем. Накид. Провязываем. Накид. Провязываем. Накид. Провязываем. Далее вершинку. Я придерживаю и через все петли провязываю. И теперь воздушные. 1, 2, 3, видите, и 4 раз вместе 2 петелечки. Так вы выполняете до конца нашего ряда. И я покажу, как завершить ряд. У вас он, конечно же, будет другой длины. Накид на крючок, и я провязываю мой последний прием. 1, 2, 3 и 4. Далее очень внимательно смотрите, я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема и провязываю. Далее, как и ранее, я захватываю все петли и провязываю их. Но теперь, поскольку это край полотна, я беру и провязываю нить вот таким образом. Далее я
выполняю еще одну воздушную петлю, работу разворачиваю. Далее очень внимательно я пропускаю вершинку, видите, вот вершинка, и под следующую петлю, вот она, ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее я в вершинку теперь провязываю столбик без накида и между выполняем вершинку и между нашими приемами, вершинку и между приемами. И теперь очень внимательно в вершинку завершаю выполнение, да, полотна и ввожу крючок, вот, воздушную петлю и провязываю. Обязательно не забываем. Мой ряд столбиков без накида завершен и раппорт в высоту завершен. Напоминаю, я развернусь, покажу раппорт в высоту. У нас 2 ряда, это наши интересные красивые приемы и столбики без накида. И начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Разворот вот таким образом, напоминаю, чтобы наша цепочка смотрела на нас. И делаем, выполняем 1, 2, 3, 4 воздушные. Далее накид, ввожу крючок воздушную, провязываю, накид, воздушную и провязываю, накид, воздушную и провязываю, и провязываю. Далее пропускаю, видите, первую вершинку, в следующую ввожу крючок и теперь провязываю все петли на крючке, которые у нас с вами были, и у меня нить равна высоте, видите. Далее внизу у меня основная рабочая ниточка, и я буду выполнять воздушные. 1, 2, 3, видите, да? И вместе. Так, мы с вами будем продолжать наше полотно. Напоминаю, раппорт ширину всего лишь 2 петли, раппорт высоту 2 ряда, это ряд наших интересных приемов авторской разработочки и столбики без накида. Полотно интересно и красиво смотрится как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Вы выполняете его на необходимую вам высоту. И 2 слова я хочу еще сказать, как завершить ряд. Смотрите, у нас уже, видите, да, выполнен прием. И вспоминаем, над приемом мы выполняли 2 воздушные. 1 воздушная это для завершения нашего приема. Это именно касается вот последнего в ряду приема. И 1 воздушная у нас заменяет столбик без накида. Поэтому как мы с вами выполняем? Провязывание выполняем все то же самое, то есть накид, воздушную и провязываем, накид, воздушную и провязываем, накид и так выполняем, как и ранее, да. Далее очень внимательно, вот именно воздушную петлю, видите, которая сразу идет от столбика, я ввожу крючок, провязываю, далее захватываю рабочую нить, придерживаю все петли на крючке и провязываю. Далее провязываю для завершения самого приема и воздушная, которая будет заменять у меня столбик без накида. Далее работу разворачиваю и все выполняю точно так же, как и ранее. То есть я пропускаю первую вершинку и под петлю ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так далее до конца ряда. И как мы с вами договорились, вы выполняете полотно на необходимую вам высоту.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились связать интересный узор, раппорт высоту всего лишь 2 ряда, и научились связать именно вот такой интересный прием. Необычный столбик, моя авторская разработочка. Хочу обратить ваше внимание, что этот узор мне нравится как по лицевой, так и по изнаночной стороне. То есть вот с одной и с другой стороны узор смотрится просто потрясающе. И видите, выглядит хорошо как с тонкой, так и с толстой пряжи. Очень мне нравится. Пробуйте, экспериментируйте. Можете выбрать какую-то необычную пряжу, более толстую. Я всегда говорю, что вязание это процесс творческий. И обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И еще раз повторюсь, что не обязательно выполнять все полотно именно таким узором. Ну, достаточно объемный, да. А можете выполнить один, 2 или 3 раппорта. И далее, допустим, какой-нибудь узор, который очень простой вы выбрали, или просто столбики. Видите, как красиво и интересно будет смотреться в сочетании просто вот со столбиками. Спасибо, что смотрите меня. Главное, спасибо огромное, что вяжете вместе со мной. Творческих вам успехов и, конечно же, до новых встреч.